Сегодня мы рассмотрим два последних блока на вкладке Standard Tools. Это Select and Rename и Custom Scripts. Первая команда довольно проста, она выбирает похожие объекты в сцене. Для этого мы нажимаем на кнопку Similar Object, после этого выбираем, например, чайник, и все чайники в нашей сцене становятся выбранными. Следующая команда аналогичная, но выбирает уже объекты с точным совпадением, то есть одинаковый объект. Как это не забавно, но в этой сцене нету одинаковых объектов. Они все чуть-чуть отличаются по масштабу, поэтому мы выберем, например, эту белку и расклонируем ее в режиме копи. После этого мы можем применить команду exec object, и все одинаковые объекты в сцене выберутся. Дальше есть команда, которая позволяет выбрать объекты по цвету, который на них назначен. Имеется в виду цвет via color. Здесь также нету объектов с одинаковым цветом, поэтому мы назначим на эту группу объектов, например, синий. Нажимаем на команду via color. Выбираем любой из синих объектов. И, как мы видим, выбираются все синие объекты в сцене. Понятное дело, что эта команда работает только с via color. То есть с материалом будут работать другие команды. Команда Instances выбирает все объекты в режиме Instance. Также возьмем чайник, раскопируем его в режиме Instance и применим эту команду. Instances. Выбираем чайник, и все объекты, которые являются зависимыми тому объекту, который мы выбрали, выбираются в нашей сцене. Выбор объектов по названию, по имени. Например, у меня есть огромное количество боксов. И для того, чтобы их выбрать, понятно, у нас есть команда, например, Similar Object, но можно выбрать и по имени. Потому что не всегда объекты с одинаковым именем похожи друг на друга. Для этого мы вводим наше имя. Например, бокс, и ставим звездочку. Звездочка показывает, что после слова бокс может идти любое значение. Нажимаем by name, и в нашей сцене выбираются все объекты, начинающиеся со слова box. Если мы поставим звездочку в начале, то будут выбираться все объекты, которые содержат слово box. Но в данном случае это точно же такие объекты, как мы выбирали до этого. Команда rename object весьма понятна и проста, переименовывает группу объектов. Выделяем нужное количество объектов, задаем название, например, тест. Нажимаем Rename Object, и, как мы видим, наши объекты приобрели новое имя. Следующая команда Layer Object помещает в отдельный слой объекты с определенным именем. Например, у нас появилось какое-то количество объектов со словом тест. Вводим здесь название и ставим звездочки, чтобы показать, что до слова тест и после слова тест могут быть любые значения. После этого выделяем все наши объекты, вообще все объекты в сцене. Нажимаем Layer Object, и все объекты, содержащие слово тест, попадут в отдельный слой. Здесь мы это можем увидеть. Вот они попали в отдельный слой. При этом слой называется тем ключевым словом, по которому был поиск. Следующая команда выбирает все объекты с каким-то материалом и помещает их в отдельный слой. Я уже назначил на все свои объекты два материала. Материал 1, материал 2. Выбираем через Ctrl-A, например, все объекты в сцене и нажимаем команду Layer MTLs. После этого объекты распределились по слоям согласно своим материалам. В этот слой попали все объекты с материалом mat1, в этот с материалом mat2. Следующая функция очень удобна. Она позволяет вывести скрипты, которые мы часто используем, в отдельное окошко. Для того, чтобы не нажимать каждый раз скриптинг, run script, чтобы этого всего не делать, есть специальная вкладка, которая позволяет эти скрипты вывести в быстродоступные кнопки.
Для того, чтобы добавить сюда скрипты, переходим на вкладку Settings. Здесь все очень просто. Этот блок отвечает за работу с Custom Scripts. Через папочку выбираем какой-нибудь скрипт, который мы используем, например, drag and drop. Здесь мы задаем название, и после этого мы видим, как эта кнопка добавилась нам в специальное окно. Нажимаем на нее, и скрипт сразу открывается. То же самое мы можем сделать и со вторым. Выбираем скрипт, задаем ему название, и точно так же он у нас появился в данном окне. Задает строку, в которую мы вносим изменения. Например, MaxScript row 1 — это первая строка, дальше вторая строка, третья и четвертая. Нам доступны 4 строки для добавления своих скриптов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь своими впечатлениями по работе с Sine. В следующем уроке будем рассматривать вкладку Workflow.